В наши дни практически все знакомы с таким лакомством, как белевская пастила. Этот десерт из Тульской области стал почти таким же популярным, как тульский пряник. А называется она белевской по городу, где была изобретена и теперь производится. Про пастилу я обязательно подробнее расскажу, но не только про нее. Здесь еще многое заслуживает внимания. Вот о чем вы услышите в ходе прогулки по Белеву. Как два монастыря умещаются в одном комплексе. Улицы города до сих пор как на старинной открытке. Императрица, в которую был влюблен Пушкин, как она сюда попала. И пастила от множества различных производителей, как же выбрать лучшую. Город Белев Тульской области очень древний, 1147 года, ровесник Москвы ни много ни мало. Он стоит на реке Оке, только тут она еще не очень широкая. Здесь, несмотря на все потрясения, войну, революцию, пожары, сохранилась атмосфера старинного русского городка. А теперь по порядку, о том, зачем сюда стоит приезжать и что тут просто необходимо увидеть. Самая красивая и ухоженная часть Белева сейчас – это пара монастырей над Окой на высоком берегу. Их сразу видно при въезде в город со стороны Тулы. Вот отсюда мы и начнем. Сначала может показаться, что это один большой монастырь, но нет. На самом деле их два, стоящих впритык друг к дружке. Большой живописный Спасо-Преображенский монастырь старший из них, основан в начале XVI века. Здесь не раз бывал Иван Грозный, а сам монастырь был еще и своего рода крепостью. Тогда, конечно, он был деревянным. А каменные храмы тут строились в XVII веке и позже. Вход в него через старинную красивую надвратную церковь. Когда мы впервые побывали в Белеве лет 10 назад, на монастыри было жалко смотреть. Огромный комплекс явно когда-то был красивым, а весь в руинах. Но буквально за несколько лет здесь многое привели почти в идеальный вид. Проходишь в ворота, и открывается такой пейзаж. Яркий расписной Спасо-Преображенский собор в центре монастыря по-южному жизнерадостно смотрится. Рядом белая трапезная церковь, а высоченная колокольня со шпилем, построенная в честь победы над Наполеоном, самая высокая в Белеве. Рядом, отделенный лишь легкой оградой, стоит второй монастырь, Крестовоздвиженский, тоже очень красивый. Он помоложе, основан в 17 веке. В него вход довольно неочевидный. От небольшой новенькой деревянной часовни по грунтовой дорожке, там указатель есть, но небольшой, едва ли не от руки написанный. Можно свободно зайти и все посмотреть. Колокольня его вторая по высоте постройка города, выше только колокольня соседнего монастыря. Обеим обителям пришлось очень нелегко. Их постоянно то разоряли, то грабили, то закрывали. Но сейчас идет вполне такая уверенная реставрация, надеюсь, все будет хорошо. При монастырях живет большая дружная компания кошек, так что можно прихватить с собой для них какое-нибудь угощение. Кстати, об угощении, но уже для людей. Куда по Белевским улицам не пройдешь или не проедешь, обязательно встретится вывеска «Белевская пастила». Мы поначалу наивно думали, что пастилу в Белеве делает какая-то одна большая фабрика. Как бы не так. В городке площадью 8 квадратных километров минимум штук 5 фабрик, не считая кустарных домашних производств. А еще есть фабрички в окрестностях. При одной есть музей пастилы, там можно заранее заказать экскурсию и мастер-класс. Изобрел эту пастилу в XIX веке местный купец Амвросий Прохоров, и она даже на Парижской выставке имела успех. У каждой из нынешних фабрик пастила отличается от других. Одна более воздушная, другая более плотная и сладкая. Словом, на все вкусы. Делают здесь еще и всякие сопутствующие лакомства – зефир, яблочные сухарики, мармелад. Чтобы понять, какая пастила нравится больше, мы купили по несколько коробочек во всех магазинах и все перепробовали. Так что сюда можно приезжать в такой вот тур-дегустацию, а там уже решать, чья продукция больше по вкусу. Но гулять по городу можно не только ради поиска магазинчиков со сладостями. В Белеве сохранились целые улицы старинных купеческих домов. В одном из них устроен краеведческий музей имени Жуковского. У музея стоит бюст его воспитанника, императора Александра II. Кстати, нас в первый приезд впечатлили в Белеве именно ряды старинных домов вдоль улиц. Такие они разнообразные и симпатичные. И при ближайшем рассмотрении они не разочаровали. Есть тут и роскошные особняки богатых купцов с балконами и львами, есть и домики попроще. К счастью, в большинстве продолжают жить люди или хотя бы работать какие-то учреждения и магазины. Брошенных старинных домов не очень много. В одном из таких домов на центральной площади можно даже заночевать, там есть гостиница. Что касается туристической инфраструктуры вообще, то с ней в Белеве пока, увы, слабовато. Есть пара отелей, один в центре, один на окраине. Для пропитания 3-4 скромных кафе, в том числе при отелях. Ну и много продуктовых магазинов. В сочетании с набранной для дегустации пастилой, в общем, достаточно. Зато музеев в Белеве как минимум 3. Уже упомянутый краеведческий, музей пастилы и еще один железнодорожный, о котором расскажу чуть позже. Храмов до революции здесь было намного больше. Если посмотреть старинные фотографии, видно, что город весь был в куполах и колокольнях. Сейчас их сохранилось не очень много, но большинство уже отреставрировано.
Не забывают и про знаменитых своих земляков. Вот неподалеку от монастырей установили памятный камень полярному исследователю Челюскину, здешнему помещику. Ну и, конечно, в центре города у бывшего магистрата стоит памятник поэту Жуковскому. Он тоже местный, родился в имении рядом с городом. А его внук основал тут краеведческий музей. Так что неспроста музей носит имя Жуковского. А еще стоит на центральной улице памятник Пушкину. Мы сначала думали, типовой памятник просто из уважения к поэту, как во многих городах. А вот и нет. Александр Сергеевич действительно приезжал в Белев в 1829 году, на родину уважаемого им Жуковского, но не только поэтому. В этом визите кроется секрет одной юношеской любви Пушкина, еще лицейских времен. Как раз пришло время рассказать обо всем, что связано в Белеве с тайной его приезда. В начале мая 1826 года в доме местных купцов Дорофеевых остановилась вдова императора Александра I, императрица Елизавета Алексеевна. Ее царственный супруг умер за полгода до того в Таганроге, а Елизавета сначала тоже болела, потом все же выехала в Петербург, но не доехала. Она умерла как раз здесь, в Белеве. Местные жители какие только легенды об этом не рассказывают. Хоронить царственную особу в каком-то маленьком городке, естественно, было недопустимо, поэтому ее забальзамировали, май же тепло, и повезли в Петербург. А все, что при бальзамировании оказалось лишним, захоронили все-таки в Белеве, под большим реликтовым дубом. А спустя 3 года Пушкин приехал сюда, посмотреть, где скончалась красавица-императрица, в которую он когда-то был влюблен. Памятник над останками Елизаветы в советское время не сохранился, его снесли в 70-х годах, восстановили недавно. А вот дуб никто не трогал, он благополучно достоял до наших дней. Найти этот уникальный мемориал императрицы несложно. Он находится в городском парке культуры и отдыха, прямо за Домом культуры на Советской улице. Если проехать от Советской улицы дальше, к окраине города, где проходит железная дорога, там вы обнаружите очень симпатичный старинный железнодорожный вокзал. А рядом памятник Льву Толстому, который здесь бывал, приезжал в гости к своей сестре-монахине. Заезжал он в Белев и на своем последнем пути в 1910 году, как раз поездом, и даже здесь обедал. Проходим к вокзалу. Там относительно недавно открыли музей, самый большой экспонат которого находится под открытым небом. Это военный поезд, такой, какие ходили по путям во время Великой Отечественной. В теплушках все воссоздано как было, ну и на платформах тоже. Залы музея в здании вокзала, там рассказана история железной дороги в этих краях. Увы, осталась только история, пассажирские поезда здесь больше не ходят, изредка проезжают грузовые. Сбоку от станции памятник белевским железнодорожникам, погибшим на фронте при исполнении обязанностей. От Белева рукой подать до Козельска с его знаменитой Оптиной пустынью. Раньше туда ходили поезда, но мы, естественно, двинулись туда машиной. И не зря. В нескольких километрах от Белева раньше проходила граница губерний – Тульской и Калужской. Там слева от дороги в поле стоит уникальный пограничный знак с гербами губерний, поставленный примерно в 1830-х годах. Таких в России осталось всего 5 штук. Его недавно отреставрировали, от дороги он очень близко, можно подойти и посмотреть на этого предка нынешних дорожных знаков. Такой вот он, Белев, постельная столица России, в которой помимо сладостей мы нашли еще и немало следов истории и атмосферу старинного городка. В каждом выпуске мы рассказываем о необычном и самом интересном. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик уведомлений, смотрите и путешествуйте.